Есть! Кто ж ты такой? Амур, друзья. Это амур. Нифига. Это амур, мой первый. Калина уже какая краснеет. Вот сейчас возле ее стану и будем разлаживать снасти. Так, опа, есть. Друзья, всем привет! Началась жара, уже неделю, наверное, стоит такая жаркая погода. Ну, сейчас примерно градусов 25 уже. Я в курточке, потому что ехал на мотоцикле. Сейчас буду ее снимать. На тех озерах, где нет течения, в такую жару нечего делать. А рыба там вялая, малоактивная. Проверена уже не один год. Поэтому я долго-долго думал, куда поехать порыбачить. И выбрал водоем, там где течение еще более-менее, где побольше хорошие глубины, есть ямы и вода прохладная еще. Сегодня будем с вами опять или снова охотиться на трофейного сазана. Может и попадется линь. Посмотрим. Но пока я не вижу роек вообще. Ну, я только отплыл от берега, правда. Взял с собой удочку Cold Dragon. Сейчас покажу вам ее. Вот она. Cold Dragon 5,7 метра. Курковая катушка усиленная. Катушку эту переделывают в интернет-магазине, где я покупаю все эти рыболовные снасти для ловли на боковой кивок. Как они там, что они там переделывают, не знаю, но катушка меня еще ни разу не подводила. Не срывались шлицы. Все хорошо. Шнур у меня стоит 0,41 миллиметр. Кивок лавсановый. Использую также боковой кивок из поликарбоната. Никакой разницы не почувствовал. И тот кивок хороший, и лавсановый хороший. Тест удочки 160 грамм. Но это я вам все рассказываю для тех зрителей, которые меня часто спрашивают в комментариях: расскажите поподробней. Вроде бы в каждом видео все это рассказываю, но извините, что приходится повторяться. Все кольца на этой удочке стоят силиконовые. Хватает таких колец. Ну, у меня хватило на 3 сезона рыбалки. На 3 года, скажем, грубо говоря. Тоже вообще никаких претензий к этим кольцам у меня нету.
Они быстросъемные, взаимозаменяемые. Вообще нету никакого с ними геморроя. Особое внимание уделяйте крючкам, потому что крючки при вываживании карпа нахрапом, так как в этой снасти не предусмотрен фрикцион, за который много часто спрашивают, этой снастью карп достается нахрапом, то есть силовое вываживание. И крючки выбирайте из толстой проволоки. Неважно какой он формы, главное, чтобы он был из толстой проволоки. Крючки я использую фирмы Hayabusa, Gamakatsu и Apex. Вроде бы пока что вспомнил, за что меня спрашивали, все вроде бы рассказал. А там по ходу рыбалки, если вспомню еще что-то, то еще расскажу. Сейчас пока буду все доставать. Кстати, спрашивали за лодку. Лодку я использую длиной 2,49, двухместная, фирмы Aquastar. Почему не рекомендую одноместную? Потому что у вас будет совсем мало места. Будут затекать ноги, некуда будет разложить вам свои вещи. Ну, я как-то пробовал в одноместной, ну, это мучение. Поэтому не рекомендую. Берите лучше двухместную лодочку, небольшую, и не пожалеете. Плывем, ищем ройки и пробуем рыбачить. У нас буквально для рыбалки времени 2-3 часа. Потом поднимется солнышко и будет невозможно вообще рыбачить. Даже на этом водоеме. В лодке просто-напросто невозможно будет сидеть. Вот такой пучок опарыша у меня получился. Плыву в начало водоема и просматриваю по кругу кувшинки и увидел ройку. Подул ветерок. Но сегодня такая погода и будет. Ветер. То ветер, то не ветер. Пока доплыл, пузырьки перестали появляться. Вот спереди там много бульбашек. Постою, подожду. Да, вот вижу в одном месте до сих пор. Вроде бы как. Он там стоит, опустим. Наверное, уплыл. Такая ройка хорошая была. Ну вот, ройка бы и даже и не карповая. Может, карась большой или линь. Но больше на карасевую похоже. Да, нету его. Ух, что-то клюнуло. Приподняло вверх кивок. Но это больше похоже на красноперку, чем на опять. То что это такое, а? Вот просто интересно. Мелкая рыба это 100%. А ну-ка еще раз клюнешь. Да, красноперка, наверное. На опускании сразу. Ду-ду-дух, ду-ду-дух. О, опять, видали? Ой, до всего опарыша сейчас, пока не объест, не успокоится. Вот это вот, ребята, леневая ройка. Небольшая. Такая вперемешку с пеной, пузырьки. Это роется так линь. Кто-то похоже на линя роется. А ну-ка. Пока подплывала, ройка затихла. Ага, вижу, где ты.
Вот куда ты перебежал. Да, линь, 100%. Есть. Ух ты. Ого, подсечку я сделал. Подсек, так подсек. Аж подлетел. Линяра. Ну, я так и знал. Видели, только опустил и сразу поклевка. Ну-ка, иди сюда. Сейчас мы тебя покажем хоть людям. Ой, какой. Ну, я такого линя брать не буду. Маленький еще. Маловат будет. Вот вам и первая поклевка. Только отплыл от берега. Я сразу понял, что это линь или карась. Но никак не карп. Карп, когда роется, у него ройки большие, крупные, пузырьки воздуха. Иногда даже не такие ройки бурлящие. А это мелкие пузырьки и много вот этой белой такой пены. И он так не спеша линь роется, как бы на одном месте. Если клюнет линь побольше, я заберу. Ну, такой 350 грамм линь, пускай подрастает. Так, поплывем дальше. Тут еще кувшинки есть. Ух ты! Какой карась! Ничего себе! О! Смотрите, какой карась. Я думал, карп сначала. Увидел тут ройку небольшую. Наверное, линь. Я надеюсь. Дерг, дерг, дерг. Опа, нет, друзья, линь. Это я сюда приплыл, в это место, чтобы карася в мешке привязать к камышу. И увидел роечку. Линь маленький, мы его отпустим. Давай сюда, родной. Сейчас я его покажу вам. Ой, какой. Постой ты. Ого. Ой, какой джигит. Плыви. Все, поплыл. Плыл я, ребята, в начало водоема. Через кувшинки, которые тут есть на водоеме, их немного. И вижу, несколько увидел роек. Думал, карп. Опустил, и сразу поклевка. Ну, вы смотрите, какой карасамба. Это польский карась. Во. Ну, под кило. Может, грамм 800. Ой, какой. Джигит. Я таких карасей редко ловил. А вы? Пишите в комментариях. И обязательно ставьте лайки. Лайки обязательно. Если такие будут караси клевать, то и карп не нужен.
Сейчас привяжем его к камышам. Я всегда привязываю в основном за камыши, либо за коряй. Мешок недалеко от того места, где рыбачу. Вот и все. Я, кстати, забыл вам сказать. Я же взял с собой еще прикормку. И просто хочу в тех камышах в начале водоема закормить пару точек. На всякий случай. Вот такой пучок получается. Так, плывем дальше. Пробуем рыбачить. Так, вижу опять какую-то мелкую небольшую ройку. Наверное, снова карась. Но пузырьки перестали появляться. Линь. Ух ты. Это линь. Это линь, друзья. Тоже хороший линь. Вот сегодня и линии, и караси. Этого линя я заберу. Во какой линь. Наконец-то я приплыл в начало водоема, где хочу закормить несколько точек. Как закормлюсь, поплывем дальше пробовать по ройкам. А уже когда роек совсем не станет, будет мало, тогда подплывем сюда и проверим их, эти точки. Ну, часика через полтора, не раньше, я сюда приплыву. Вот, смотрите, какое прекрасное место. В середине здесь. Отличное место. Тут закормлюсь. И потом попробуем, подойдет рыбка сюда или нет. Прикормки взял где-то килограмма 3. И закормлю 3 точки, не больше. Вот такая прикормка. Рассыпается. Кукуруза попадается. Пойдет. Нормальная. Красноперку вижу, ходит. Красноперка точно есть. Роек не видно пока. Вот туда под камыш. Ух, а тут стояла хорошая рыба. Сейчас мы тут и прикормим ее. Я видел, как камыш туда-сюда шатался, когда она уплывала. Так, ну и все, хватит пока. Есть тут такие закоряженные места. Там вот вообще дерево упало недавно. Приплыл и стою, наблюдаю. Какая-то рыба крутится. Вот тут вот, в этих корягах.
появляются такие небольшие ройки. Но не могу понять, кто это, карась или карп. Но во всяком случае, если будут появляться опять ройки, буду опускать. Хоть они будут маленькими, хоть большими. И глубина совсем маленькая, смотрите. Полметра, может метр. Ух ты, была поклевка. Ай-яй-яй-яй-яй. Была поклевка. Но я таки не понял, что это за рыба была. Явно не карп. Наверное, или линь, или карась. Кивок вот так вот дрожал. А может и красноперка. И роечка была такая небольшая. Но зацепился за дерево. Распугал всю рыбу, которая тут стояла. Под этими корчами. Вдоль берега растет камыш, рогоз, но глубина тут небольшая, сантиметров может 30. Иногда в комментариях у меня спрашивают, где нужно искать карпа в жаркую погоду, в жару. Карп в жару, как и любая, наверное, другая рыба, не только карп, а и карась, и линь, прячутся от солнца в любое укрытие, там, где нет солнца. Камыш, тростник, кувшинка, коряги, везде. И стоит в тех местах, пока жарко. А уже туда после заката, ночью он выходит и кормится по всему водоему. Поэтому в жаркую погоду карп лучше всего ловится ночью. Это уже проверено. И не один раз. Но ночью на боковой кивок не порыбачишь. Еще немножко и доплыву до того места, где я поймал и карася, и линя с утра. И порыбачу пока там, поищу ройки. Волна есть на водоеме, но небольшая. Рыбачить на боковой кивок по такой волне еще можно. Но только там, где кувшинка, камыш, в таких местах. А на чистом лодку будет ветром сносить. И вам не удастся наживку подсунуть ему так, как положено. Ух, смотрите, пузыри пошли. Спугнул карпа. Елки-палки. Старался как можно аккуратнее, но не получилось. Тут глубина маленькая. Но тут дальше еще была одна ройка. Сейчас попробую. Может, второй стоит, никуда не уплыл. Нет, нету никого. Ага, вижу, где-то начал рыться. Дальше. Опача. Да, это, наверное, роется линь. Хороший. Так, где же ты опять появишься? Ройка. Ух ты, поклевка была, елки-палки. Да, это, наверное, был карп. Карп, смотрите, какие пошли буруны. Потянул вниз, но не засекся. Их тут крутится несколько штук. Один тут, один вот там у меня за спиной. Я видел ройку. Смотрите, прицепил кукурузу. Вот. Сейчас так сделаю, чтобы немножко жало было видно. Во. Опарыш с кукурузой будет. Плыву к камышам, где я закармливал. Тут 3 точки у меня. Сейчас проверим. Тут и ветер потише, чем на основном озере.
Доплыл, но рыбы не видно. А ну-ка. Эх, красноперка. Красноперка стоит на прикормке. Серьезной рыбы не видно. Тут рыбка стоит. Попробуем испугнуть, конечно же. А ну-ка. Ройки хорошие. Но это может быть и красноперка. О, хватит рыба. Камыш шевелится. А ну-ка. Вот тут поглубже, чем обычно. Яма какая-то. Здесь стоит задержаться. А там ходит рыба в самом конце. Вон там шевелится камыш. Попробую чуть-чуть подплыть ближе. Есть! Кто ж ты такой? Амур, друзья. Это амур. А, нифига. Это амур, мой первый. О, сейчас сломает мне удочку. О, мой первый амур. Зацепился за кувшинку, кстати. Ого. Пошел. Где ж ты там? Вот это соперник. Вот это соперник. Соперник страшный. Когда ж ты выдохнешься, амурище? Вот это да! Есть! Фу, друзья, это лайк однозначно. Вот это борьба была, я думал, его не вытяну. Ой, хороший. Ой. Сейчас покажу вам. О. Фу. Торпеда. Опа. Во. Ой, какой. Ну, на вид где-то килограмм 7-8. Но сильный, ух, какой. Ой-ой-ой, сейчас убежит от меня. Во. Так, сейчас плыву к мешку, сажу его в мешок и продолжаем дальше рыбалку. Ставьте обязательно, друзья, лайки. Место в камыше у меня сработало, прикормка сработала. Кстати, амур клюнул на пучок опарыша с кукурузой. И поклевка была не сразу. Пару раз пришлось опускать, но в итоге я его поймал.
и дождался поклевку. Делаете ставки. Какой вес у него? Я говорю килограмм 7. Может даже 6. Небольшой. Это мой первый амур на боковой кивок. Ну я вам скажу, удочка справилась с таким амуром, по крайней мере, на раз-два. Я вам не помню, наверное, а в каком-то видео я показывал кукурузу эту. Надпись потертая. Она вроде или с анисом, или еще с чем-то. Ну, пахнет приятно. Вот так я делал. Вот, и на такую наживку у меня клюнул амурчик. Ну что, плывем дальше. На закормленных точках амур всю рыбу распугал. Поплывем, значит, посмотрим ройки. Увидел ройку. Вроде бы карповая. Только отплыл. Вот мешка. Вот карпа сколько сегодня уговариваю, он никакую. Видать, не его погода сегодня. Проплывает мимо, цепляет плавниками, а клевать ну никак. Здесь под камышами глубина 1 метр, может 20 сантиметров, вот так, до 1,5 метра. То есть хорошая глубина. И там вдалеке вижу ройку, но небольшую. Есть, друзья. Сам не понял, как он клюнул. А, такой небольшой. Небольшой линь. Ой. Захватил полностью крючок. Огромный крючок, при том, что... Вон какой. А, малыш. Черный. Плыви. Я даже толком и поклевки не видел. Ветер сильный. Кивок туда-сюда шатает. Смотрю, как-то он кивочек вниз опускается. И подсек есть. Маленький. Крючок вот такой вот. И линь. Ладошечный. И клюнул. Не побоялся. Фух. Наплавался я. Больше поклевок в камыше не было. Забрал я рыбу. Мешок с рыбой. И сейчас с вами будем взвешивать. Да и нету смысла больше плавать. Ветер такой именно вот. Он не сильный, он такой порывистый. Дунет, перестанет. Подует, опять перестанет. Это еще хуже. И жара вдобавок. Так, сейчас первого взвесим амура. И карася взвесим потом. Пакет не влазит. Сейчас, подожди ты, сейчас я тебя взвешу. Успокойся. Выможешь меня всего. Так, килограммы. Смотрим. Опа. Почти 6,5, 6,300. Так, а теперь хочу карася еще взвесить. Такого карася не ловил. О, какой, смотрите. Хопа. Ого, ребята, кило 200. Ну, пускай там пакет грамм 70 или 50. Рыбу я сегодня нашел. Закормленные точки у меня наконец-то в этом году первый раз сработали. В
впервые в жизни на боковой кивок я поймал амура. Это была моя мечта. Кстати, я хочу поехать на днях, попробовать половить вот на тот водоем, где я видел больших амуров. Вот я обязательно поеду, если у меня получится, на этот водоем и попробую таким же методом половить там амура. Закормлюсь, кукурузка, опарыш, может у меня получится поймать амура и поболее. Что сказать, рыбалка сегодня меня порадовала. Ставьте, друзья, обязательно лайки за первого амура, пойманным Ромкой. Пишите обязательно комментарии, делайте репосты видео. Ну все как обычно. Кто не подписан, подписывайтесь на канал обязательно, нажимайте на колокольчик. Встретимся на следующих рыбалках. Всем пока!